For the greater good, this is Comrade Atomny, and we are speaking about situation on Cuba that USA tries to portray as some kind of a revolution or something like that, and institutes that. Ради высшего блага, товарищи, сегодня поговорим о событиях на Кубе, которые США пытаются показать как будто новая кубинская революция, но на самом деле нет. Значит, пару дней назад в Кубе начали происходить небольшие протесты, которые пытаются показать как большие. So recently, like few days ago, on Cuba started the small protests that USA tries to show as a big one. So that's like the crowd moving on the streets. Вот у нас люди идут по улицам. So you see how that's look like. Вы видите, как это выглядит? From the get-go it looks like the crowd is big. Изначально выглядит, что как будто это большая демонстрация. So you see the crowds are much larger with the support of Communist Party. И мы видим, что, собственно, поддержка Компартии значительно больше. Like you can see here. Let's try to open one more. Попытаюсь еще раз открыть. Why it's so small? Like it shows the large thing, but it opens not that big. So you see, like all the main street is full of people. Видите, да? Вся основная улица перекрыта людьми. Вот так выглядят майские демонстрации на Кубе. So this is like the May demonstrations on Cuba. And like you see what's happening real on Cuba, that this is... There are people, but not that large. Да, есть люди, которые вышли и протестуют, но их не так-то много. And though of course the majority of economical problems of Cuba are created by USA and its embargo, there are problems with the living quarters in Cuba which could be solved by the government itself and the resources, local resources on Cuba. И несмотря на то, что, конечно, большинство экономических проблем на Кубе связаны с эмбарго со стороны США, нужно сказать о том, что, допустим, проблемы с жильем, которые на Кубе есть, есть видео об этом, да, там, допустим, дневники реалиста, который на Кубе отдыхал, там очень хорошо это показано, то эти проблемы кубинское правительство может решить собственными ресурсами, используя только кубинские ресурсы, без привлечения иностранцев, да, или иностранной помощи. Но это уже в поддержку Кубы демонстрации идут. Okay, so they organized also demonstrations in support of the communist government in Cuba. Like that. And like USA exaggerating that people are starving, that there is no food. There is foods in Cuba, people can live, but there is no great variety of that. And because of the US placed embargo, Cubans cannot buy like new technologies like mobile phones and cars, etc. expensive. So there is not much new technology there. В общем-то, несмотря на то, что в США преувеличивают состояние событий на Кубе, что вроде там еды нет, люди с голоду умирают, еще что-то такое. Но это все преувеличение, еда есть, нету большого выбора. Чтобы прям выбирать там 10 видов пиццы и прочих вещей скромно, но что кушать есть. И важно поднять, смотрите, там есть американские флаги, да? То есть вот эту всю движуху организовывают те кубинцы, которые очень хотят жить в США, и им очень нравится в США. So yeah, all that movement is organized by pro-USA like minded Cubans that wants to betray their country and sell it to USA, and you see the Americans flag there. And those demonstrations is organized because Cuba in recent years received a good connection to internet. Everybody sits there, everybody in social media, and now the social media technologies of CIA are used to organize demonstrations there. Ну и вот такие демонстрации на самом деле стали возможны в Кубе, потому что в последние годы туда провели интернет, именно мобильный интернет,
И люди стали сидеть вот в социальных сетях, залипать в этих телефонах, все это. Ну и, собственно, с социальными сетями пришло и ЦРУ, которое через социальные сети организовывает подобные демонстрации по всему миру. Вот. Что стоит сказать, что кубинское правительство здесь ошиблось. Они бы могли бы взять опыт Северной Кореи, да и, собственно, телефоны Северной Кореи могли бы взять, которые она производит со своей собственной операционной системой, и организовать свой собственный интернет, отдельный от США, и который себе спокойно контролируется, с которым нету никаких вот этих сволочей из ЦРУ, которые могут через социальные сети что-то там провоцировать. Но, как видим, кубинское правительство не учило опыт вот, и получает вот эти демонстрации. Если бы поступили по северокорейскому опыту, то, конечно, никаких бы демонстраций не было бы, были бы и современные телефоны и хороший интернет. Мало кто, кстати, в СНГ знает, что на самом деле в Северной Корее уже 10 лет как можно через телефон с тач-экраном, современный, но производство Северной Кореи, связываться прямо с правительством, то есть писать почту вот, по электронной почте, общаться с госучреждениями, оплачивать другие вещи. То есть то, что в Российской Федерации, в Украине только приходит, только появляется, в отсталой Северной Корее уже 10 лет как есть. Вот, поэтому, ну и, собственно, в Российской Федерации собственной операционной системы нет, а у Северной Кореи есть. Производство собственных телефонов, тем более современного уровня, вот, в Российской Федерации нет, а в Северной Корее есть. Вот, я про Украину вообще молчу, да, это банановая республика в центре Европы, у которой нет бананов, вот, поэтому как-то так. Okay, I'm speaking that Cuba needs to take experience of DPRK because DPRK created their own internet with their own sites and their own operational system, which prohibits CIA to form those types of demonstration and riots. And because Cuban government had made a mistake, like two mistakes. One is not a solving problem with the living quarters, and the second is like connecting to the USA controlled internet without creating its own, like the DPRK did. It created this riots problem on Cuba first time, and this is definitely is because of the connection to social media is controlled by USA and backed by CIA. And like I'm speaking that actually the Cuba could take even more experience from North Korea, because North Korea has not only their own operational system, but they also produce their own cell phones. By the way, if someone can buy me a North Korean cell phone, I would be like to using North Korean cell phones. Like that. So they're modern, they have anything that they need, but they're produced in North Korea. So the Cuban could like buy those goods from North Korea and install the North Korean type of internet. That's the most good thing to do. Поэтому, на самом деле, если, кстати, у кого-то есть возможности подарить мне северокорейский мобильный телефон, с радостью приму такой подарок, да. Если вдруг мне доведется поехать в Северную Корею, то, конечно же, куплю подобный телефон. Вот. So you see, they like making those administrative they break the law with like small breaks of the law. That's administrative sanctions need to be used, like small fees that they need to pay, but still that's what they do, and that's the influence of the social media. Да, то есть мы видим, что здесь в принципе административка, да, люди прошлись, в некоторых случаях там, конечно, уже уголовка идет, когда машины попереворачивали, там 2 или 3 полицейские машины на Кубе, но в целом мы видим милицейские машины, да, но в целом мы видим, что это в принципе вот такая вот административка. Ну вот задерживают. Okay, so that's some of the most active rioters are taken into custody with the militia. Well, if Cuban government would not act stupidly, actually, that's it for today. Если, конечно, кубинское правительство не начнет делать какую-то глупость, то в целом, конечно, все.
ничего серьезного из этого не представляло, но это говорит о том, что, вот смотрите, социальные медиа появились приблизительно 5 лет, и в результате через 5 лет начинаются протесты вот такие, и недовольство на Кубе, работа ЦРУ. Вот так вот. Поэтому единственный выход это, конечно, создавать свой собственный интернет. And you see, like 5 years, the Cuba has internet, and they received those situation with the riots backed by its CIA. And of course, USA, like double-faced liars, support that and like says, oh, Cuba need liberty, etc. Like liberty in Afghanistan, yeah. USA. What did USA? Took out the forces and the Taliban took over all the Afghanistan. Nice done, nice done. The only thing that USA wants is to create Cuba again a country of mafia and corruption. Ну, на самом деле, США, как всегда, лицемерно начали заявлять о том, что ха-ха-ха, Кубе нужна свобода, как в Афганистане, да, свобода, как в Сирии, в Ираке. Ну, вот в Афганистане США сейчас ушли, и, собственно, там снова Талибан везде все захватил. И 20 лет выборов что-то никак не помогли исправить ситуацию в Афганистане, да. То есть США в 2 раза дольше было в Афганистане, чем Советский Союз. Никто, весь мир не вспоминал, что на другом глобусе, что это нарушение прав человека. И так вот ушли американцы, и тут же талибаны фактически захватили всю страну. Вот и все. Вся свобода, вся демократия. Вот, собственно, и на Кубе США хотят сделать лишь мафиозную банановую страну, в которой заниматься своими криминальными делишками. Поэтому, конечно, Куба должна выстоять. So Cuba should hold. But we need to help Cuba to develop. Но нам стоит помогать Кубе развиваться. Viva la revolution, viva la Fidel. Ну что, слава Фиделю Кастро, слава кубинской революции, конечно, коммунистической кубинской революции, и пусть улучшают уровень жизни. Все-таки есть вещи, которые коммунистическая партия Кубы может поправить своими собственными силами, и это нужно сделать. So there are things that Cuban Communist Party could solve with own resources of Cuba, and I think they should do that. Live long and prosper. Живем и процветаем, товарищи.